Ты мне руку. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Напоминаю тем, кто, может, меня не знает и смотреть будет потом в записи. Я вам сегодня расскажу о последнем блоке критериев наших внутренних, эти критерии касаются век, работы на веках. Я прописала их для того, чтобы наш отдел качества оценивал работу мастеров, и после, если находятся какие-то ошибки, мастера получают задания и по ним работают. То есть, чтобы в будущем не допускать по возможности таких же ошибок. Итак, начинаем. Каждые минут 5 буду отвечать на вопросы, поэтому пишите смело, буду максимально подробно на них отвечать, стараться. По форме, критерии по форме. Кончик стрелки оканчивается тонко, как волосок. Вроде бы очевидно, но, боже мой, сколько раз я видела стрелки, которые заканчиваются вот такой кляксой или каким-то непонятным крючком вверх или вниз идущим. То есть это критерий, который должен соблюдаться. Вот прям каждый мастер, какую бы он ни нарисовал стрелу, она должна заканчиваться тонко, как волосок. Это прям отче наш, как отче наш. Стрелка не опускается ниже нижнего века. Такой выстраданный комментарий, потому что любые глаза, куда бы ни смотрели кончики их, вот вниз, горизонтально или вверх, практически все они не позволяют стрелке опуститься ниже, чем вот нижнее веко. Единственные глаза, может быть, пару раз, может быть, я такие встречала, это глаза, которые прям развернуты очень сильно, вот миндалевидность зашкаливает просто. И так как азиатских глаз у нас тоже нету, они тоже иногда бывают, вот прям у них вот такой угол, они вверх смотрят, уголки внешних глаз. Вот на них, возможно, визуально мы бы постарались опустить. Но вот в нашем регионе таких нет. У меня прописано в критериях, что не должна заваливаться стрелка ниже, чем нижнее веко. Так, сейчас я выключу звук. Так. И параллельно я буду отвечать. Сравнение работы единичкой и пучком на веках. Так, но я не люблю пучки. Вот я уже много раз пыталась к ним возвращаться. Может быть, я их не поняла. Но мое мнение как художника, как мастера, который много лет работает, обучил очень-очень много мастеров, пучки на лице, они не нужны. Можно сделать единичкой очень быстро и качественно работу. И более того, единичка можно сделать ее виртуозно. Зоны настолько все небольшие на лице, что большие пучки вообще в принципе не нужны. А небольшие пучки, я так не могу работать, у меня они, может быть, так не рисуют, как мне бы хотелось, и не работаю пучками. Как художник, который маленькие вещи рисует маленькими кисточками, я не пробую даже. Так, чем теплите, если теплите черные? Каким пигом работаете на веках? На веках мы работаем, как и на всех зонах, мы работаем татуировочными пигментами и теплим напополам с цветом красно-коричневым. Допустим, в нашем случае это brown sugar. Есть другие оттенки. Единственное, вы не должны брать какие-нибудь оранжи. То есть мне тоже такие вопросы задавали и присылали примеры. Не должны брать цвета, которые будут вам высветлять стрелку. То есть если она должна быть черной, то она должна быть черной. Открытым черным цветом, я никогда не работала. Всегда прям пополам теплю. Вот так. Так, дальше. Читаю дальше. Секундочку. Также в нашей сети я прописала правило, стрелка по толщине не должна превышать 5 миллиметров. Вот в толщину, в самой пиковой, там, в ее толстой части. Все остальные стрелки мастера могут делать, то есть это не прям абсолютный запрет, но только если клиент подписывает в информированном согласии рукой своей с росписью строчку о том, что форма его и претензий по ней он иметь не будет. Почему я это сделала? Потому что очень большое количество пигмента на веках, очень толстая, когда стрелка, если вот, чтобы вы понимали, если она толстая над зрачком или вот в этой части, во внешней, где она достигает обычно максимальной, вот во внешней части века, как бы вот в этой внешней трети глаза максимальной толщины достигает стрелка, она должна куда-то прийти. То есть она должна, по идее, тогда либо вот так резко заканчиваться толсто,
ну, таким не очень красивым, загогулиной такой, либо она будет очень длинная, что тоже не приветствуется. И в принципе, честно говоря, я рылась, я просила найти стрелки недавно своих мастеров. Почти никто не делает уже стрелки вот эти графичные, которые как подводка. Мы от них ушли уже, наверное, года 2, как все работы в основном теневые. Если стрелка все-таки есть, то она такая, как продолжение ресниц, прям тоненькая. Вся остальная работа по изменению формы глаза, а это именно то, что мы делаем каждый раз, она делается при помощи теней, теневых техник, чтобы не было мучительно больно через 5 лет, когда стрелка это посинеет, останется на месте неподвижная и начнет опускаться вместе с тканями. То есть такое я наблюдала прям очень много раз. И вот вчера, по-моему, я была в студии и выходила с трансляцией как раз тоже на эту тему. Там просто глаз был изуродован совершенно такими стрелами. Им уже 10 лет, и они никуда не собирались. Поэтому вот так. Стрелка, следующий критерий, стрелка за 2-3 мм до последних ресниц у переносицы должна уходить в межресничку. Ну вот для меня и для многих опытных мастеров это тоже прям очевидно. Ну тут, кстати, видно у меня на экране, это обычная межресничка такая красивая, хорошая, она идет всем, вот пойдет абсолютно всем и каждому. И вот смотрите, в уголке глаза во внутреннем стрелка уходит. Ну, вот если бы это была стрелка, вот примерно вот в этой части над зрачком, она уже должна нырять в межресничку. Вот у меня конкретно много лет назад сделанная мастером ошибка идет по верхней части, вот в этой части стрелка, и я все-таки, наверное, созрею ее удалять, потому что она меня бесит, мне не нравится. Она должна нырять в межресничку вот примерно вот в этом месте и не идти по коже, не находиться наверху. Крайне редко, опять-таки, через подписанное согласие, с абсолютного понимания клиента того, что он делает, стрелка может идти вот так равномерно почти до уголка глаза, потому что исключения бывают из всех правил, но это опять только через подписанное согласие. По теням. Единственный, форм глаз просто невероятное количество. Наша цель, наверное, у всех мастеров это сделать глаз более ярко выраженной, миндалевидной, обычной такой классической формы и немножко приподнять уголки. То есть вот эта задача, она на каждом глазу в итоге решается совершенно по-разному, потому что некоторые глаза, им достаточно небольшой тени, и они идеальны, а есть глаза, на которых очень много работы, и как бы ограничить мастера какими-то там четкими формами, которые надо лепить на все подряд глаза, я не могу, поэтому в случае теней, так как они уходят довольно быстро, я ограничилась только вот таким вот параграфом, графой, вернее, тени не должны занимать собой более 1/3 подвижного века. То есть это вот подвижное веко, это та часть, которая шевелится. И либо вот так во весь глаз, либо внешний уголок, но не больше 2/3, чтобы вытянуть и сделать более миндалевидным глаз. По теням. Так. Кстати, знаете, в конце я вам покажу. Я сегодня полдня мучилась, придумывала всякие тесты для того, чтобы, ну, для приема на работу наших мастеров. И эти же тесты мы будем использовать, когда мастера будут их проходить, вернее, чтобы понять вообще, они видят, не видят, могут, не могут, глаз различает или нет оттенки, там формы и прочее. При покупки дистанционного курса нашего, при покупке курса «Дистанционный мастер». И я вам покажу в конце вот эти вот стрелки, которые я поменяла, и мы поиграем, может быть, вы мне поотвечаете, кто увидит первую несимметричную из 6 форм, тому будет что-нибудь, не знаю. И описание на этот курс, на дистанционный мастер, будет в описании к этому видео, вернее, будет ссылка на этот курс. Вот так, правильно, заговорилась. И по вопросам тоже. А то я обычно их как накоплю, а потом не успеваю отвечать. Здравствуйте все, кого я не видела. Так, как сделать тонкий хвостик на стрелке? Ну, об этом я говорю во многих видео. У меня даже есть много видео, как я на латексе и на коже, и трансляции в Ютубе есть, и на обучении мы говорим об этом очень подробно. Во-первых, надо правильно натянуть кожу. Во-вторых, вот я просто призываю даже не дышать. То есть вот этот кончик стрелки вы должны вытягивать как волосок просто. Вот в одну линию слить две. То есть, ну, стрелка это же соединение двух линий, и между ними все закрашено. И вот это вот место, оно должно выходить прям
феерично и симметрично слева и справа. Как соединить. Ну, там тонкостей много, это на практике лучше всего. Если я подвигнусь и запишу, вернее, дистанционный курс вот по повышению, по стрелкам, то есть то, что я говорю, это будет дистанционный курс по бровям, только от бумаги и до практики на моделях. Но, возможно, я сделаю то же самое по волоскам, по теням, по стрелкам, потому что информации колоссальное количество, и я уверена, это будет очень круто, когда вы можете снова и снова вернуться к каким-то урокам, их пересмотреть, снова попробовать применить. То есть, ну, это, конечно, будет курс уже рассчитанный только на мастеров, которые практикуют, потому что мастеру, который с бумаги начинал, нечего делать на глазах. Это мое прям абсолютное убеждение. Так, Swiss Color я не пробовала, поэтому не скажу ничего. Спасибо, Наталья Куликовская. Вы учились в нашей школе. Супер, класс. Я рада, что вам понравилось. Мы над этим постоянно работаем, улучшаем качество обучения и делаем его интереснее. Спасибо за комплименты всем. Так, я это... Оливковый, да, слушайте, Наргиз Серикбаева. Казахстан? Я там жила. Давайте подумаем просто, если нам надо, чтобы черный со временем не стал синим, туда добавлять оливковый, то есть зеленый, как бы смысла нету. Я не знаю, с какой целью вы добавляете, но я бы не стала. Я понимаю, что иногда оливковыми какими-то зеленоватыми, такими грязно-зелеными цветами работают, чтобы выделить радужку глаза, но мешать черный с зеленым совершенно бессмысленно, это уйдет в лучшем случае в какой-то серый грязный оттенок. Но теплить надо, если уж это цель, теплить, очень теплыми коричневыми цветами, прям теплыми, кирпично, такими ржаво-темно-коричневыми цветами, потому что нам же и насыщенность надо сохранить, идеальная черная угольная стрелка, чтобы была, ну и плюс не заглубляться, конечно, чтобы не было синевы. Так, пигменты Биотек. Никак, мне пигменты Биотек. Я знаю мастеров, которые Биотек продают, а сами работают из-под полы татуировочными миксами своими. И это нечестно и неправильно. Биотеком я работала совсем чуть-чуть. Я, конечно, их покупала, как и разные другие. Никак. Я не сторонница перманентных пигментов. Уже миллион лет работаю татуировочными миксами. И каждая линейка, каждая пигментов, которые я пробовала, она мне никак. Ну, концентрация ниже, держится меньше, на коррекции работы больше. Пигменты стоят очень дорого за счет того, что они разбавлены всевозможными разбавителями и загустителями, поэтому я ими не работаю, и моя сеть тоже ими не работает. Так, дальше идем по критериям. Ну, по симметрии, знаете как, можно сказать просто, как вот у меня написано, симметричность нанесения татуажа левого и правого глаза должна быть до 95%, вот прям железно. То есть вы же понимаете, что левый и правый глаз, они на разном уровне, и я, допустим, сама, у меня были клиенты, у которых там птоз века, допустим, вот оно полуприкрыто, и я сознательно делала на этом веке, как бы нет шансов его восстановить, я сознательно на этом веке делала шире, ярче тень, на здоровом глазу делала ее меньше для того, чтобы они были в общем с расстояния в метр, чтобы это не бросалось в глаза. Если бы я сделала абсолютно симметричный на таком сложном веке, то эта работа была бы бессмысленная, более того, она даже подчеркнула бы вот эту асимметричность. Поэтому в некоторых случаях мастер осознанно идет на то, чтобы какую-то тень или стрелку сделать повыше, пониже, пошире, потоньше, то есть для того, чтобы нивелировать, не подчеркнуть, а именно уменьшить вот это визуальное ощущение, что какая-то вот асимметрия в лице, потому что все-таки так или иначе все стремятся к максимальной симметричности. Вот поэтому по симметрии у меня такой критерий. Зеркальная симметрия, все просто. Так, по прокрасу. Стрелка и межресничка – это одно сплошное пространство. Прокрас плотный, кожа не просвечивается. Я, кстати, тут забыла, сейчас я сразу и покажу вам некоторые работы, которые я понаходила. Вот смотрите, вот, допустим, вот это на заставке стоящая межресничка, кто-то назовет ее стрелкой, может быть, но по сути это межресничка. Вот здесь, смотрите, плавно видно, что во всю длину, во всю ширину она равномерно прокрашена, то есть от нижней ресницы в ширину, то есть там вот к слизи, к глазу прям, которая часть, и до внешней части прокрашена
мягко и равномерно. Как еще бывает, то есть вот тут вот я понаходила такие некрасивые работы, где клиентам так себе повезло. Смотрите, качество не очень, за это извиняюсь, но видно, я думаю, достаточно. То есть и левый, и правый глаз вы должны, во-первых, сравнить между собой. Где-то в середине процедуры, когда нет уже остатков первичной анестезии вообще, глаза можно промыть и постоянно приоткрывать, смотреть. Это можно делать, но я тоже это показываю на обучении постоянно. Это можно делать пальцами, даже не открывая глаз, то есть вы так их как бы подвыворачиваете, смотрите. И можно веко, по сути, поделить там на 3-5 частей и сравнивать, вот так глазами скакать лево-право, то есть вы должны сравнивать, чтобы прокрашено было по толщине и слева и справа во всю длину глаза одинаково. Вот прям я даже недоумеваю, почему некоторые мастера отпускают клиентов своих, вот, допустим, вот с такими работами. Ну, возможно, это работа новичка, конечно, но как можно не видеть, что здесь вот слишком тонко, не прокрашено вот в этих 2 третях ближе к носу, а внешняя часть, я уже молчу про нарушенный критерий, что заваленная вот эта межресничка, она не украсила этот глаз, ну, этому человеку не повезло ни с чем. То есть тут сразу опущенные глаза сами по себе вот такие, их подчеркнули еще и вот этой формой бровей безумных, и еще и веко опустили. То есть вот в конкретно этом случае я сейчас нарисую быстро, что нужно здесь убрать. Это, конечно, вообще катастрофа. То есть вот эта часть, смотрите, вот даже если просто ее убрать, уже глаз стал живее. Но, конечно, это не законченная часть. И здесь в идеале надо вот это вот все, вот где примерно я нарисую, вот это все закрыть дымкой. Если мастер не владеет, то можно и стрелкой аккуратно, и закрасить вот эту часть. И глаз визуально меняется, то есть вы как бы отвлекаете от опущенного вот этого заваленного нижнего века. И я много раз видела вот на таких возрастных веках, то есть у меня в принципе запрещено делать на возрастных веках опущенных, где еще и видно вот этот каял, нижнюю межресничку. Но вот это, посмотрите, вот это же зло вообще, когда берут и вот эту часть еще прокрашивают навеки, то есть подчеркивают вот эту вот опущенность внешней трети уголка глаза. Нет, это нельзя делать совершенно. И смотрите, что еще нельзя делать. На этом глазу какой-то из мастеров мог бы прокрасить вот эту часть. То есть, ну, в моей школе такому не научат. Смотрите, визуально вроде бы глаз изменился, но вот на этой зоне, где я закрасила, находятся железы, которые увлажняют глаз. И это делать тоже нельзя, потому что вы их велик риск повредить, и это совершенно неправильно. Сухость глаза, она и так преследует современных всех людей, а здесь и подавно будет все плохо и печально, тем более возрастной глаз. Поэтому задача приподнять всегда. Ну как можно сделать такую работу? Я бы руки отрывала за такую работу. Так, читаю комментарии, пока не забыла. Оливковый. Как корректор. Ну, Наргиз, нет, про корректор я вам объяснила. Корректор – это цвет, который приводит к тому, что нам нужно. Что вам нужно, надо понять. То есть нам нужен коричневый, нам нужен, вернее, теплый такой черный цвет, зеленый тут не поможет. Неудачный опыт со стрелками, пигмент немного расплылся и образовался рубец. Прошло более 5 месяцев, рубец еще есть. Девушка хочет повторить процедуру. Но, во-первых, это надо, конечно, видеть. Расплывшийся пигмент убирается буквально одной процедурой лазера. Прям очень легко эта дымка убирается под чистую кожу, идеально. Рубец, смотря какой. Боже, что надо делать с веками, чтобы образовался рубец? Вот на веках я, честно говоря, рубца не видела ни разу. Надо смотреть. Обычно рубцы, ну, я думаю, если это от татуажа рубец, то, ну, может быть, еще чуть подождать. Короче, как мне говорил врач, в стадии красного рубца по нему работать нельзя, он должен стать белым. Вот если там кожа белая, то теоретически, наверное, можно. Ну, блин, я не знаю, что можно делать глазом, чтобы такое сделать. Intense или Eternal. Ну, я бы выбрала Eternal, потому что Intense уже давно не работаем. Что-то в ней пошло не так, и первые несколько лет я работала, потом перестала полностью.
Лена, вы со всех клиентов берете письменное соглашение. Абсолютно все клиенты подписывают информированное согласие, где перечисляются все противопоказания, которые мы там нашли и выдумали для работы. И если вдруг какая-то ситуация, когда, допустим, у клиента какая-то странная спорная форма, и он не хочет удалять ее, или цвет, и он упирается, нет, говорит, сделай мне, я всю жизнь хожу сверху просто, ну, если это не совсем какой-то кошмарный трешак, то через информированное согласие просто человек пишет, что претензий иметь не буду, по форме, по цвету, там ознакомлен, согласен, ну, в зависимости от ситуации, то, конечно, да. Но мы пытаемся защититься как можем, потому что через месяц, через 2-3 месяца никто не вспомнит ситуацию, а согласие поднять можно и просмотреть можно, и понять можно, что там была за ситуация, потому что он придет, скажет, это ваш мастер сделал, что часто и бывает, потому что клиенты очень часто врут, если вы замечали. А если хранится аудиозапись разговора с клиентом, у нас она хранится бессрочно, то есть процедура с диктофоном проходит. Точно так же и информированное согласие хранится, и мы хотя бы в этом плане будем защищены. Еще раз напоминаю тем, кто, может быть, недавно пришел, что в описании к этому видео будет ссылка на курс «Дистанционный мастер», в котором будет очень много уроков, которые будут очень полезны тем, кто уже работает, или тем, кто собирается освоить эту профессию, чтобы себя попробовать, чтобы не тратить деньги на переезд, перелет, проживание, отрыв от семьи, от работы. То есть вы можете попробовать эту профессию, не выходя из дома, условно, даже на моделях. Так, что тут у нас? Это я уже обсуждала эту работу. Вот смотрите, насчет, во-первых, равномерности прокраса, во-вторых, насчет формы, которая ниже нижнего века идет, вот этой стрелки, в-третьих, вот этой волнистости. То есть здесь нарушена вообще прям куча критериев, так делать нельзя. И еще это сделано плотно, черно и надолго. То есть вот прям плохо. Видите, да, что здесь можно изменить? Можно было бы. То есть, если брать и, допустим, удалять такое, я думаю, тоже мастера, которые работают лазерным лазером, они знают, что вот такую плотную стрелку, если удалять, чревато тоже подтеком, потому что пигмент разбивается на более мелкую еще фракцию, чем он там вот есть, который находится. И вот эта дымка может образоваться, и клиент ей будет не рад, но эта дымка удалится на следующей процедуре, но предупредить нужно, конечно, безусловно, человека о том, что его может ждать. То есть, смотрите, вот эта вся зона, вот, она лишняя на этом веке. Зачем туда лезть? Это неправильно. То есть самый простой способ, но он работает не во всех случаях, это все-таки взять, я сейчас это сделаю красным цветом, это все-таки взять и вот внешняя треть, некоторые мастера так делают, внешняя треть глаза, и ниже нее стрелка не может уходить. То есть она может, изгибаясь, прикоснуться какой-то своей частью, допустим. То есть вот и уйти вверх. Если уж мы делаем стрелку, если было пожелание клиента именно такой массивной графичной стрелки. То есть, смотрите, ну здесь усталое веко, оно, видимо, на нем долго работали, но в общем и целом я сейчас изменила направление, оно пошло вот вверх, и глаз приобрел миндалевидность. Но опять-таки, на мой взгляд, это тяжелая вещь для века. То есть вот эта часть вся черная, она должна быть сделана тенью. Тогда это будет и изменение формы, и не так сурово и не так надолго. Ну, тут ошибка, конечно, я думаю, любому бросится в глаза, но тем не менее таких я очень много вижу клиентов. Почему я на этом застряю? Потому что у нас школы, потому что мы постоянно учим, потому что мы об этом постоянно говорим нашим мастерам, вот тем, которые у нас учатся. И тем не менее я точно знаю, что какая-то часть вот так мимо пролетает в беличьем трансе, когда находится человек, и будет полезно всем просмотреть. И я вижу очень много моделей. Модели – это люди, у которых невысокий достаток, и они ищут, где подешевле что-то с собой сделать. И моделей, они рыскают прямо, вот я так понимаю, сегодня они были у нас, завтра они были в другой школе Краснодара, они там делают одну на другую процедуру. И я видела настолько много трешаков. Блин, мне кажется, иногда, что меньше, чем красивых даже работ. Так, ладно, читаю дальше.
А у меня сколько все тут написали. Почему у меня проскакивает все так сильно? Так, вот все, я вернулась. Научный опыт. Так, толщины. Какой толщины иголкой желательно делать? Ну, самая обычная иголка, которой мы работаем, это 0,3. Можно 0,4. Чтобы вы понимали, смотрите, не знаю, видно мой стилус? Все иглы, они имеют заточку. Есть иглы с острой заточкой, то есть у них вот эта часть, которая от тела иглы грубо и на сужение в точку идет, она длинная. Есть прям вообще вот такие пулевидные, есть между ними средние. То есть вот мы работаем средними. И чтобы вы понимали, на самом деле, вот Юлия Константинова когда-то, у нее был на конференции доклад на эту тему, я его краем глаза слышала, очень подробно объяснила. То есть вот это место, где игла идет на утоньшение, пигмент собирается вот где-то вот в этой части, то есть не здесь, где вот сама толщина иглы. По сути, не очень важно, 0,3 это или 0,4. Если вы просто рисуете стрелочку, вы можете прекрасно рисовать толстой иголкой ее. Если вы рисуете волоски, то 0,25 игла, ну да, она прикольная, она очень тоненькая, но опять-таки от нее настолько тонкий след, что иногда этого прям очень сильно недостаточно. Поэтому не парьтесь, работайте 0,3-0,4 игла, спокойно ею можно работать. Так, дальше. Если стрелочка расползлась вверх в коже, не сразу на следующий день кожа возрастная частично, что можно сделать, кроме лазера. Ну, на следующий день уже ничего. Если в момент процедуры вы видите, что пополз прям пигмент, вот он прям видно такой, и сосуд окрасился, то я постоянно тоже на обучении об этом говорю, вы можете прям ватным диском мокрым аккуратно вот так вот выдавить как бы в сторону стрелки, и у вас очистится эта вещь. Здесь как раз у меня где-то такое было. Вот, смотрите. Видите? Вот эта вот зона, где видите, насколько много сосудов, насколько они близко, но тут из-за травматизации, видимо, они так ярко выражены, сильно покраснели. Но вот эта зона, вот везде расплылись сосуды, по сосудам пигмент. И если бы прямо вот на процедуре, то теоретически вот прям под чистую кожу. Я это делала несколько раз на обучении, и люди приходили, ничего не было. Если на следующий день, то уже все. Скорее всего, ничего не получится, тем более клиент уже дома. Только лазер. Ремувером не советую, потому что кожа настолько тонкая и нежная, что туда лезть этими агрессивными веществами нет смысла, потому что лазер именно убирает прям очень легко эти подтеки, но только после полного восстановления. А здесь, кстати, вот тень, смотрите, заканчивается как грубо, некрасиво, пятном каким-то, сплошные пятна вообще в принципе на тенях. Вот тут видно, что местами это сосудики где-то, может быть, дали такую реакцию, но на самом деле очень некачественный прокрас. И если вы начинаете практиковать тени, то начинайте с разбавленных и светлых пигментов. Светлые это не значит с белилами, нет, это значит какие-то бровные. Ни в коем случае не черными, потому что черные это прям, конечно, лягут легко, но скорее напятните, чем более светлыми. Какой машинкой нужно работать на стрелке? Добрый вечер. На стрелке нужно работать лайнером. Вот не буду долго говорить, я говорила в какой-то из трансляций много об этом. Лайнером, то есть это машинка, которая работает линиями. То есть на волоски и на стрелке нужен лайнер. Так, договорю. По прокрасу, как раз тут я о тенях говорила. Если это стрелка или межресничка, кожа не должна просвечиваться. Я думаю, все понимают, что такое просвечиваться. Думала раньше, но вот ко мне приезжали недавно студенты из Австралии, она не могла понять. Она меня все время спрашивала, ну что, хватит уже, хватит? И я все время так смешно говорила. Фак, я говорю, это слово, которое знают все русские, русскоговорящие, когда ошибалась. И у нее, она мне все время показывала коричневую межресничку. Но она не может быть коричневой. Она коричневая за счет того, что черный лег прозрачно, смешался с покрасневшей кожей и выглядит коричневым. То есть, если это стрелка, то она должна быть на процедуре плотная, глухо-черная, без каких-то таких вот коричневатостей, пустот небольших. То же самое касается межреснички. Иногда бывают запросы от клиентов на неяркую межресничку, тогда, конечно, можно прям в 2 раза меньше пигмента уложить, и будет им счастье. Но никакой прозрачности на стрелке и межресничке. Не должно быть подплывшего пигмента. Это считается браком. Это считается
почему это считается браком у меня? Потому что чаще всего все-таки подплывает пигмент от травматичной работы. То есть крайне редко бывает такое, что даже вот опытный мастер все правильно делал, и там, причем в таком, я это наблюдала именно когда корочки уже сошли, бах, и появился подплыв. Так интересно. То есть пока лежала там стрелка и тень, ничего не было, а потом бах, и появился подплыв. То есть на процедуре этого даже не было видно тоже. Поэтому если вот так вот, как здесь я показываю, прям вот сразу после процедуры вот эта синева, вот это подплытие появилось, то это сразу брак. Это значит слишком глубоко, слишком долго в одном месте человек работал. И, не знаю, такого как можно не заметить. Так, вокруг. Так, линия нижней подводки подчеркивает только наружный край, то есть о чем я говорила, и завершается вот максимум на середине, причем тоже на сужение, чтобы не было никаких клякс, никаких вот этих жесткостей. В моей школе и в наших студиях мы не работаем вот прям вот до этой части глаза. Кстати, здесь есть тоже такая работа, причем видно, что она очень старая, и, видимо, это сделано было осознанно, смотрите. Здесь вот эти нарушения, во-первых, поверху, вот у меня такая примерно ерунда, мне так не нравится, и буду удалять вот именно по верхней части, и по низу. Вот это вот, не знаю, что пытались сделать. Я даже как-то раз, кстати, видела, это прям жесть у очень-очень опытного мастера. Такие эксперименты на клиентах, даже с их согласия, я бы делать не стала, честно говоря. Вот такая была нарисована штука. То есть вот это все было закрашено черным. И типа вот она там молодая девушка, и типа она так хотела. Ну, вот вчера я в трансляции была, и была женщина вот с такой же ерундой. Более того, у нее вот здесь везде был подплыв. У нее еще и во внешней части глаза там вот такая опущенная стрелка, клякса, соединенная с нижним. Короче, это прям жесть-жесть. Я знаю, что у многих мастеров наступает в какой-то момент пора, когда им становится скучно, они начинают экспериментировать. Рисовать узоры, рисовать какие-то загогулины, многоцветные тени с белилами делать с подложкой. Как бы я против этого. Лица клиентов, ну, он передумает через год-полтора 100% и придет это пытаться удалить, а вы не сможете, и это неправильно. Так, тени на веках должны быть без пятен и пустот. Ну, тени, как и стрелки, как и межреснички. И знаете как, есть глаза, на которых акценты должны быть расположены в немножко разных местах, потому что, конечно, всего не расскажешь сейчас, и примеров я таких не найду, но я видела глаза, на которых акценты должны быть расположены в разных местах, чтобы в общем лицо смотрелось симметрично. То есть один глаз завален сильнее, чем второй, и если прокрасить их абсолютно зеркально, то этот заваленный будет завален еще сильнее. И есть мастера, которые выставляют только вот так вот, только веки или только брови без глаз вообще. То есть эти брови между собой могут быть абсолютно симметричны, но по отношению к глазам, вот этого расстояния всего не видно, они прям подчеркивают асимметрию. Поэтому как бы чем опытнее мастер, тем ему более понятно становится, что надо изменить в лице клиента. То есть он иногда делает прям абсолютно симметричное лицо и имеет лицо такое вот перед собой и делает его еще более там симметричным и красивым. А чаще всего к нам приходят клиенты не с вот такими идеальными пухлыми губами, с такими красивыми открытыми глазами и ровными бровями. Приходят реально сложные обычные лица, в которых асимметрия ярко выражена. И вот как раз в этих случаях вы должны уметь играть акцентами. То есть это постоянно тоже я на обучении много-много об этом говорю и сниму видео об этом тоже, я думаю. О том, что вот эти акценты на бровях, они, если пучки на разных уровнях располагаются в разных местах, вы не можете прокрасить их одинаково. На веках то же самое акценты, это вот цветовая насыщенность в определенной части вот глаза, чаще всего во внешнем уголке. То есть она должна находиться, в таких местах, чтобы глаза выглядели симметричными по отношению к радужке, друг к другу по отношению, максимально симметричными. Такие простые критерии, но сложно выполнимые, как обычно. То есть, так, ухожу на вопросы. Так, сколько максимально проходов нужно сделать, чтобы кожа на веках приняла пигмент?
Знаете, как идеально? Вот чаще всего, как получается на обучении, к чему мы стремимся к концу этого обучения. Ну, это я о обочном обучении, которое в студиях проходит. То есть первый проход – это фиксация стрелки самой, то есть вот направление, потому что какая часть самая важная? Вот если взять, вот смотрите, стрелка. Какая часть вот в этой стрелке самая важная? Какая? Ну, я ждать не буду вашего ответа. Нижняя, потому что нижняя часть задает направление вообще в принципе. Если вы ее зафиксируете и слева, и справа, то вам уже не составит проблем. Вот она, я говорю, вот об этом, вот об этой линии. И особенно, когда стрелка и такой и кукольный характер имеет, когда она прям такая вот прям классная, четкая, и глаз меняет. То есть вот если вы зафиксируете нижнюю линию, потом по толщине вы можете, сверяя глаза между собой, уже доработать. Но что бывает часто? С одной стороны, мастер зафиксировал чуть-чуть выше, а здесь заигрался на левом глазу, допустим, чуть-чуть ниже, и стрелки принимают вот такое направление. Одна идет выше, другая ниже, и вы как бы асимметрию эту подчеркиваете. Поэтому если вы зафиксируете нижнюю линию, то будет вам счастье. И вот вы зафиксировали ее, потом вы повреждаете, ну, в идеале и ее, и вот эту, конечно, часть. То есть самая важная часть направления, толщина стрелки. Потом вы повреждаете межресничку, то есть это вот первый проход считаем. Потом то же самое делаете на втором глазу, возвращаетесь на свой глаз и прокрашиваете межресничку и стрелку, пока терпит глаз. По своим наблюдениям я вам скажу, что он терпит очень долго. Не надо наносить анестезию без конца, она делает только хуже. Из анестезии часто получается отек, ощущения неприятные появляются на веке, и она, чем больше ее мажешь, тем она меньшее количество времени работает. Поработали, довели до такого почти черного состояния, но немножко доработать надо. Уходите на второй глаз, то есть это второй проход, и потом возвращаетесь по мелочи, дорабатываете ее, уже это как бы третий проход. Вот чаще всего к концу обучения ученики вот за 3 прохода прокрашивают. Дело в том, что там 4, 5, 8 проход, если метаться с глаза на глаз, то вы еще и без конца протираете. То есть вот пока вы не испачкали, пока есть возможность красить, красьте. Пока терпит глаз, красьте. Не промывайте, не наносите анестезию. Просто настройте оборудование так, чтобы не тек пигмент, не заливал глаз, не заливал зону работы, чтобы вы видели хорошо. То есть что там по сути? Тоненькая-тоненькая линия, которая остается за вашей иголкой. Вроде просто. Поэтому чем меньше проходов, тем лучше. Если вдруг у вас ляжет с первого раза, вообще круто. Тату-пигменты разбавлять не нужно. Если это стрелка, то не нужно, я не разбавляю. Чем плотнее вы положите, тем и менее глубоко, то есть на правильную глубину, тем меньше будет искажение цвета и тем комфортнее пройдет процедура. Так что разбавлять не надо. Если это тени, то да, надо, потому что может лечь таким конгломератами пигмент, и это некрасиво на тенях. То есть если вы прям супер-мега паратрупер, опытный мастер, и вы прям абсолютно идеально владеете штрихом, тогда можно тоже не разбавляя. Чем ярче пигмент, тем он лучше ложится. А если вы сомневаетесь, то немножко разбавляете. Так, охра цвет теплить, это наргиз у нас, да? Нет, охра это тоже, это желтый цвет по сути и светлый. Если вы хотите получить серый, то можно теоретически охрой, но в охре есть белила, поэтому какой смысл черный разбавлять с белилами, смотря какая цель у вас. Спасибо вам всем за обратную связь, конкретно какими. Да, как скажу, это Eternal какие-то из цветов, это Famous какие-то из цветов, всех там Мом тоже. Я не работаю прям одной какой-то линейкой, я выбираю там цвета, которые мне нравятся. Так, по пигментам сказала. Что тут, давайте разберем еще какие-нибудь работы, которые я нашла для того, чтобы показать. Смотрите, вот это тени. То есть я вижу здесь разница в цвете есть на тенях и на стрелке. Видимо, стрелка очень старая, она тоже сделана с нарушениями. Видите, прям до слезного канала довели черный цвет. Мне это вот прям крайне не нравится. И я запрещаю мастерам такое делать. По нижнему веку вроде в пределах нормы сделано, но тень
не знаю, такую тень клиент должен заказать, требовать, стучать ногами, кулаками и говорить: нет, я уверен, я так всегда крашусь, и я с ними в гроб лягу. То есть вот эта тень, она заживет так же ярко. То есть если этот человек вот реально всю жизнь вот так красится, и ему надоело мучить свои глаза постоянно, то, возможно, можно, но я бы убрала вот эту часть, ну прям, смотрите. Так, в какой программе лучше? Ладно, возьму здесь. То есть вот эта вся зона, вот это вот, ну, она лишняя, она так сильно утяжеляет. Так, сейчас зафиксировала. То есть вот это вот все надо бы отсечь. Оно не надо. Либо если оно все-таки остается, и вот здесь вот частично. То есть, ну, вот это все мне не нравится. То есть здесь нету никакого изящества, никакой такой формы более интересной, чтобы глаз приобрел. То есть можно тень было пустить вот здесь, даже если уж хочется яркости, над зрачком, чтобы увеличить глаз как бы и немножко его вытянуть. И вот это вот место, где глухо черно, но у меня сейчас не получится здесь, это простая программка, высветлить. Вот это место, его бы я сделала тоже тенью. Вот это вот все, вот, то есть вот это разбавить, это не должно быть таким глухим. И мастер, который вот сделал эту работу, он был неправ, идя на поводу у клиента. Скорее всего, это осознанный выбор клиента. Вот это место, где я закрасила, смотрите, я его красным выделю, вот это место, оно имеет право на существование. Это так называемая, не знаю, как их, листик называют. Я делала несколько раз. Я люблю это место красить, потому что она безболезненная. Вот я имею в виду вот это вот место. Ну, во-первых, вот здесь вот в середине должна кожа светиться, быть полупустой, чтобы это более изящно смотрелось. Это как бы выгодно смотрится при открытом полностью глазе, вот здесь как бы тень идет. Но я не знаю людей, которые хотят постоянно выглядеть. То есть среди моих знакомых таких нету. Постоянно выглядеть вот настолько ярко. Мне не нравится. И если уж делать, то это должна быть разница. То есть по низу более яркая, плотная, вот это вот как бы пушистые, припушистые ресницы, чтобы казалось. А вот эта часть, вот где я красным отметила, она должна быть очень прозрачной. То есть это плохая работа, она мне прям крайне не нравится. Я бы ее осветлила лазером по возможности. О некачественности прокраса. Смотрите, вот здесь просто, ну, как бы недоработано. Да, ладно, это не очень красивая работа. И вот этот кончик, прям он очень некрасивый. Вот тоже, видите? То есть зачем, если такая невразумительная какая-то закорючка, зачем ее вообще там подчеркивать темным цветом снизу? Сделайте уж тогда там тень, чтобы ощущение, что вот тут в уголках мазнули тенью. И совершенно не прокрашенная межресничка, видите, везде вот где растут ресницы, вот эта вся зона, она прям нуждается в прокрасе. То есть это даже мне кажется, что без такого татуажа глаз выглядит лучше на самом деле, потому что это корявая тоненькая линия и под ней пустота, она никак не украшает глаз. Так, вебинары из Греции, да, спасибо. Спасибо вам в Грецию посылаю. Так, очень сложно бьются уголки глаз, хочется тонким волоском. Как? Не очень поняла вопрос, но чем сильнее натянута кожа, тем тоньше ложится линия. Попробуйте, может быть, натягивать чуть-чуть посильнее, если мы об одном и том же. Тоже опять... Вот поставьте мне плюсы, стоит писать. Как вы думаете вообще, если я запишу курс «Дистанционный мастер для опытных мастеров», где я вот эти все тонкости покажу, прям в макро, как игла входит, сколько там, не знаю, прокрасить, то есть у меня такие идеи, как вот именно пальцы стоят на каждом миллиметре кожи века, вот, как переставлять. То есть ведь разная постановка есть даже на работе на межресничке и на стрелках и на тенях. Вот она прям совершенно разная. Глаз закрыт, зафиксирован, но межресничка вся должна быть видна. Я об этом постоянно говорю на обучении. Ну и если у вас есть такие вопросы, то надо поучиться, надо посмотреть, как работают опытные мастера и более того попробовать на коже, потому что я уверена, наверняка в моих видео видели все уже 100 раз, как я ставлю руки, и я высылаю видео перед обучением, я прям все максимально подробно, у меня куча этих видео.
И мастера приезжают, и все равно мы прям вот так ставим, переставливаем руки, я прям эти пальцы чуть ли не ломать готова, чтобы поставить. То есть видео дистанционный мастер должно быть прям очень подробным. И надо быть... Это, наверное, да, это очень интересная такая задача. Я, наверное, все-таки это сделаю. Приезжайте к нам учиться. Если вы хотите у нас обучиться, если вот эти все тонкости хотите узнать, вы можете приехать обучаться в одну из наших школ. У нас их много, это очень удобно, в разных городах. Вы можете приехать, знаете, как я вам скажу, если у вас существует проблема, у нас это не запрещено. То есть, если вы опытный мастер, у нас есть курсы для повышения квалификации уже опытных мастеров, и вы можете вот взять 9-дневный курс и выбрать одну самую больную для себя зону. И прикиньте, сколько у вас будет моделей. То есть на 9-дневном курсе моделей по 3 в день. То есть это в районе 30 моделей вы сделаете. Ну просто надо быть вообще прям мастером, которому даже, может, нельзя работать, если вы не поймете после такого курса, как работать. Я уверена, что все поймут. Поэтому приезжайте к нам в школу. Мы учим очень хорошо. Или покупайте наше видео «Дистанционный мастер», которое 1 декабря стартанет курс этот. Уже там продаются они. И мне прям будет очень интересно, как он пройдет. И я буду ждать большую обратную связь, чтобы, может быть, еще улучшить, потому что она мне нужна. Так, насчет анестезии. Так, Алтын. Насчет анестезии. Анестезия, да, это больной вопрос. Про анестезию я прям отдельный блог запишу, особенно когда это касается век. На бровях и губах. Кстати, все заметили, что я сегодня ярко накрашена? Я уже несколько дней во всех трансляциях показываю, как заживают мои губы, но вот они сегодня 3-й день. Мне кажется, завтра я проснусь, уже вообще ничего не будет. И к чему я это хотела сказать? Так, где-то, да? Про анестезию. Я делала губы без анестезии полпроцедуры. То есть я говорю, давай еще. Она мне все прошла, все повредила. Я была очень удивлена нечувствительностью губ, хотя эта зона считается очень чувствительной. То есть вообще не больно. На 2 балла не больно. То есть если вы боитесь сделать больно клиенту, не бойтесь. Нормально все там, даже если они немножко там кривляются и страдают. То есть самое сложное – это под анестезией угадать глубину. То есть, знаете как, на любой зоне без анестезии должно быть терпимо. Так вот, то есть, неприятно, там с трудом терпит, но терпит. Если больнее, значит, вы очень глубоко, значит, вы не там, где надо. И я люблю работать без анестезии. Первый проход делать на всех зонах, даже на веках. Но на веках, конечно, я учу с анестезией, потому что студенты очень боятся без анестезии на веки лезть, что там будет больно. Я теперь точно знаю, на всех зонах на себе попробовала, что без анестезии первый проход это вообще ерунда, поэтому вполне можно. На веках анестезию мы используем LightDep, это ее в России производят, мы как бы другой не можем работать. А вторичная анестезия это коктейль лидокаин, адреналин, фенистил. Лайтдепу в глаз попадать нельзя. Никакой первичной анестезии в глаз попадать нельзя. Это прям очень серьезно. Я об этом постоянно говорю и на обучении, и в трансляциях во всех. Потому что в первичной анестезии содержатся вещества, которые разрыхляют кожу, делают ее проницаемой для того же самого лидокаина, для действующего вещества, которое обезболивает. И вот эту рыхлость вы можете сделать с роговицей, понимаете, если она попадет. То есть я видела в видео, боже, там вот так вот весь глаз заливают, даже на щеку кладут анестезию. Это неправильно, надо очень аккуратно и как бы до ресницы, чтобы в глаз она не попадала. Стирать тщательно, от клиента не отходить, потому что нельзя ни в коем случае, чтобы попала она в глаз. Буквально несколько секунд поколет, вам клиент может даже не сказать, а потом начнет обезболивать изнутри, и он уже вам точно не скажет. А в конце процедуры вы увидите квадратные зрачки разного размера, ожог роговицы, и вот вам счастье. То есть вся анестезия предназначена для кожи. По-моему, 2 или каким-то вот низким содержанием лидокаина делают блокаду в офтальмологии. То есть лидокаин сам по себе, тем более разбавленный фенистилом и прочим, хотя фенистилы тоже не для глаза, но концентрация низкая. То есть вторичная анестезия, если вдруг попадет в глаз, это уже не так страшно. Первичной в глазу делать вообще нечего, и тщательно следите за тем, чтобы она туда не попадала. Поэтому
Я прям вот так хожу, я на обучении моделей, я с ними провожу беседу, потому что модели могут открыть глаза, они постоянно это делают, чтобы посмотреть, кто там над ними разговаривает. Вы должны понимать, что вы несете ответственность за клиента. Вот так. Я всегда злюсь, потому что, ну не злюсь, а вот прям потому что это глаза, это зона, из-за которой человек может инвалидом стать. Поэтому относитесь очень тщательно. Так, ладно. Так, вебинары, так. Прощение, что бровей плавает для эксперимента. И каков результат? Результат с бровей, которые плавают на третий день, фиговый. Их почти не осталось. Осталась легкая дымка, но как бы мне мало. И я сейчас подкрашиваю, потому что, ну вот я сегодня выходила в трансляцию не подкрашена, у меня вот эти пучки яркие, мне надо еще. Скоро сделаю и тоже как губы запишу по дням, как оно бывает. Клей не сработал, короче. Эти мои эксперименты. Ерунда. Так, добрый вечер. Училась в вашей школе на курсе, все отлично получилось, но несколько месяцев не делала, теперь боюсь. Да, ну, я вам могу посоветовать пройти еще раз, может быть, наш курс дистанционный, может быть, я не знаю, если или напрячься сильно все вспомнить и аккуратно начать, посмотреть наши ролики в YouTube, либо, может быть, еще раз пройти, потому что несколько месяцев, знаете, как если ты научился кататься на велосипеде, то ты уже не разучишься, да, но и каждый раз, когда после, там, не знаю, месяца не катания я в горы выезжаю, сажусь на велосипед, я сначала еду очень осторожно, это потом я уже начинаю валить там по камням, по корням, все уже, страх пропадает, но вначале я прям такое сыкло, поэтому даже на велосипеде можно потерять навык после того, как ты много-много лет на нем в горах провел, а если это навык, который вы получили, но не зафиксировали, то есть я как говорю, вот 21 день фиксируется вообще любое действие, там, в привычку превращается. По-другому поставить руки, то есть вот мы 9 дней учим, каждый день перепоставляем, вы должны приехать и продолжить сразу делать то же самое, чтобы рука прям привыкла, и вы уже вот все делали правильно. Если вы совсем не тренировались, то вам будет сложно. Но Попробуйте пересмотреть из чата все видео, попробуйте посмотреть видео на YouTube. Если прям будет страшно, то вам, может быть, надо взять, там, не знаю, 3-дневный курс буквально и восстановить вот эти навыки, они очень быстро всплывут. Тем более, если на курсе у вас очень хорошо все получалось. Поэтому советую не портить лица, а попробовать на латексе еще тоже потренироваться. Очень страшно делать, если кожа на веке супер тонкая, если опасность проколоть сам глаз. Вот прям я не знаю, как это можно сделать, если лежит адекватный клиент и если вы адекватный человек. У вас должен быть, во-первых, рефлекс. Я всех учу своих на обучениях студентов, чтобы у них в случае любого происходящего вот такой был рефлекс отпрянуть. То есть не туда воткнуться, а отпрянуть, руки задрать, чтобы, ну как бы это делается для того, чтобы не нарисовать, не чиркнуть по лицу, потому что эти точки, я их везде видела на любой части лица, но проколоть глаз, вы знаете, на самом деле вообще сложно. Вот прям сложно. Даже если ты вот так воткнешь. То есть я видела людей, которым втыкались стекла в глаза, и глаз оставался на месте. То есть он не шарик, не мыльный пузырь, который сразу лопнет и вытечет. И это не значит, что вам надо тыкать. Нет, просто надо вот этот рефлекс заиметь и крепко держать голову. То есть опять на обучении я ставлю руки так, чтобы клиент не мог даже голову повернуть. То есть вы мало того, что держите веко, чтобы она не могла открыть его, так вы еще и голову должны держать, потому что клиенты все равно бывают разные, всякие странные, поэтому максимально осторожно. Но фантазию пробовала, неплохие пигменты, но у них небольшая линейка. Вебинар по колористике. Вы знаете, буквально завтра я буду снимать для нашего курса «Дистанционный мастер», там оставшиеся блоки доснимать, и как раз колористику. Я там вот я уже думаю, а как, то есть а что сделать. Смотрите, кстати, я сейчас мотну, чтобы понять, у нас задержка небольшая. Дайте ко мне обратную связь. Вот, допустим, загрузки по колористике. Скажите мне, вот эти два, их видно? Вот эти два цвета вверх, вот этот и вот этот. Какой из них холодный, а какой из них теплый? Вот этот номер 1, вот этот номер 2. Напишите мне, какой холодный, а какой теплый.
Потому что я сегодня села разрабатывать таблички там всевозможные, чтобы понять, вообще человек видит холодный, теплый, и столкнулась с тем, что многие люди даже не понимают, что такое холодный цвет и что такое теплый цвет. Ну хорошо, молодец, молодцы, то есть все тут прям молодцы. Да, давайте еще покажу. Давайте вот так сделаем. Ну вот эти цвета. Розовый. Назовем их розовым. Номер 1 вот этот, номер 2 вот этот. Холодный и теплый. Какой из них? Номер 1, номер 2. Правильно. Молодцы. Смотрите, вот в этом цвете это холодный розовый. Да? Он прям холодный, он выбеленный, конечно, но он холодный. А смотрите прикол. По отношению к другому цвету, вот к этому, допустим, он будет более теплым. Потому что вот в этом синего больше, он преобладает и, ну, понимаете, да? Любой оттенок по отношению к какому-то был бы более теплым или более холодным. По колористике я мучаюсь, я прям буду снимать, конечно, его. Я не знаю, вебинар я сделаю, может быть, такой какой-нибудь. Как цвета мешать хотя бы, чтобы было понятно, как цвета, из чего какой состоит, потому что мне присылали какие-то там скриншотики, там что-то кто-то рассказывал, там всякие мастера, которые колористики учат на конференциях, ездят с семинарами, и они просто рассказывают простые вещи, которые любой художник знает, но не все же мастера художники. И ну, как получить коричневый цвет? Дайте мне обратную связь. Какие цвета надо смешать, чтобы получить коричневый цвет? Я поняла, что вы видите. Молодцы. Я пока поднимусь. Я на все вопросы, наверное, не успею ответить опять. Тут очень много вопросов. Так. Спасибо всем за комплименты. Мне это важно, обратная связь. Спасибо, что вы пишете какие-то татуировочные. Ну, ну как я посоветую. Я еще раз повторяю, в разных фирмах мне нравятся разные цвета. Если бы хоть одна татуировочная фирма выпускала чистые цвета, я была бы счастлива, я бы намешала идеально понятный для себя оттенок, а это бесконечная череда экспериментов с цветами по выбору. Там же каждый из цветов это микс тоже, поэтому разные фирмы. Eternal, Famous, Fantasia, Millennium Mom. То есть они все хорошие, концентрированные. Сейчас еще какие-то появились. Я их тоже буду пробовать. Если вот Самира Алиева, вы пишете, как наши миксы купить. У нас есть интернет-магазин, где продаются наши пигменты. Но если вы ими никогда не работали, мне кажется, что мы вообще единственные, кто продают неразбавленные. То есть даже вот татуировочные миксы продают разбавленными, мы продаем их концентрированными. Но мы пока вот не наладили вот такой прям поток-поток, там дилеры мне постоянно спрашивают, а как купить, я бы купила оптом. Этого пока у нас нету, вот что-то у нас фокус направлен на другое был все это время. Поэтому напишите в какой-нибудь из соцсетей, мы вам отправим ссылку на наш интернет-магазин. И если вы никогда не работали татуировочными миксами, то идеально было бы поучиться на них работать, потому что сначала вы будете портить. А если вдруг вы хотите поучиться в нашей школе, то опять ссылка на сайт по обучению. Видите? Она висит все время надо мной. Это не просто буковки. Другая сторона. Я сейчас поняла. Другая сторона. Это ссылка на сайт по обучению. Она очень простая, вы можете по ней пройти и там всю информацию увидеть, если кому-то интересно обучение. Так, ладно. Насчет анестезии. Так. Сколько вопросов? На какой скорости работать на веках, если блок показывает количество проколов в секунду? О боги! Знаете, как я вам скажу? Есть машинки-лайнеры, такие, допустим, как XCF. Они настолько быстрые, и если ее блоком не регулировать, она может кожу даже разрезать.
Поэтому вы должны работать на такой скорости, на которой остается как бы линия такая хорошо видная. Если вам нужна тень, то должна оставаться серия точек. Какая у вас машинка, что там за блок, сколько проколов в секунду, я не знаю, и посоветовать вам прям вот скорость. То есть от скорости машинки зависит скорость движения руки и наоборот. От скорости движения руки к ней можно привязать скорость машинки. То есть вы это подстраиваете под себя. Кто-то, вот я вот так вот привыкла очень быстро махать машинкой, дымками работать, и мне иногда вот прям трудно замедлиться. Но волосок и стрелка делаются более медленными движениями. То есть смотря какая она вам нужна. Поэтому, ну вот здесь это надо прям, вы можете приехать на обучение со своим оборудованием и на нем уже пробовать прям, либо на латексе пробовать вот эти линии оставлять, точки оставлять и подобрать движение руки. И скорость машинки правильная. Так, что за программа, в которой я рисую? Это у меня телефон Samsung Note, ну, последний. Там стилус, и в нем встроены всякие программки, скриншоты делать. Очень удобно. Я все время каждый новый ноут покупаю, потому что во время обучения он мне прям очень сильно помогает. Я столько снимаю видео на обучение, его скидываю, заваливаю просто чат видео, и все эти вот мелочи на макро снимаю, потом сажусь сама, делаю правильно, то есть неправильно ученик делает, а потом я снимаю как правильно, и все это скидываю в чат, и своих мастеров тоже я заставляю это делать. Поэтому, ну и очень бывает, знаете, как ты показываешь мастеру, а он смотрит и не видит. А потом ты рисуешь, вот как примерно я вам сейчас рисую, и он понимает. А программа вообще, смотрите, вот они, вот эта программа, видно ее, Sketchbook, вот она, наверху синенькая. Вот в ней вообще очень классно рисовать, но она более сложная и долгая, то есть если что-то надо прям нарисовать, то в ней можно прям портреты рисовать, то есть она очень такая, функционал в ней большой. Так, что тут я показывала? Какие-то я показывала, кстати, не все я показала испорчены. Вот смотрите, вот это кошмар кошмарный, просто это страшный сон. Толстенная черная стрелка, опущенная вниз, вот прям касается нижнего века, и будет очень хорошо, если видите, вот эта зона, где в принципе работать не стоит, то есть это зона, где чаще всего случаются подтеки, вот этот треугольник между нижним и верхним веком, и он закрашен. Ну, плохая работа. И опять вот здесь этот уголок тоже дурацкий, который почему-то любят мастера. Вот эту часть всю я бы убрала. Даже если хочется вот настолько прокрасить широко внешнюю часть, ну вот века прям сделать как бы ярче, потому что, допустим, я в молодости красилась вот так же. Я красила вот такие стрелки, соединяла низ и верх, выглядела старше, чем сейчас. Это было ужасно. И получается, если бы мне тогда попался мастер, который бы мне зафиксировал вот эту всю фигню, которую я делаю на себе, и я бы заплатила сколько угодно денег, потому что я каждый день черти сколько времени тратила на рисование этих дурацких стрелок. То есть вот эта вся часть, вот она не нужна. Посмотрите, какой был красивый глаз, какие красивые нижние ресницы, зачем так портить? И получается, если уже тут что-то делать, то вот видите, здесь открытое веко, то есть есть куда уйти стрелкой. Мне непонятно, зачем сделали глазик вот таким кругленьким, еще и с опущенным веком. То есть это мастера, которые не пытались изучать. То есть, ну, настолько тяжелая, то есть вот эту зону, здесь даже еще надо было низ убрать, вот сюда надо было выводить. Но как, опять, это, смотрите, это то, о чем я говорила. Вот эта большая толщина, она диктует либо очень длинную стрелку, либо она просто скруглит глаз, и в конце окажется вот такая закорючка, как я здесь показала. Поэтому она не нужна. Возможно, здесь растянула отеком, тут не очень понятно, но, скорее всего, это просто очень прокрашено много. Так, пигменты аква для век. Ну, какое-то время я использовала пигменты аква для век, чтобы делать тени. Стрелки заживали у них не так черно, как мне хотелось, и я перестала ими работать. На дистанционный курс. Сейчас, секунду, я проскочила. О безопасности. Если глаз и века дергается во время сеанса, есть ли возможность случайно проколоть глаз?
Если глаз и века дергаются во время сеанса, вам просто надо научиться их фиксировать, потому что в своей жизни я встречала, может быть, одного или двух клиентов, которые не дали с ними работать. Я просто сказала: извините, я возвращаю вам деньги, я не буду с вами работать, до свидос, потому что они и дергались, и вот так уворачивались, и вот так пытались руками от меня отмахиваться. Это в моей практике было. И я сказала: все, как бы на мне будет ответственность за то, что я сделала, за чирки какие-то. То есть если она берет и садится во время процедуры, вот ей взбрело в голову. Но чаще всего, когда мастер не может справиться, он просто не умеет ставить хорошо руки, чему мы очень много учим в наших школах. То есть почему мы так много времени уделяем практике? Потому что чем сложнее, как я говорю, в учении, тем легче будет вам потом в бою, потому что чем сложнее кожа, чем сложнее поведение модели, чем она вот сильнее жмурится во время процедуры, если мы ее победим и поймем, как это делать вот под контролем учителя, то дома вам такая попадется и будет не страшно. Поэтому надо правильно фиксировать, она не должна возможность. Натягивайте не все веко, а маленький кусочек. Ставьте пальцы таким образом, чтобы вот прям вот так вот зафиксировать глаз. Вот здесь идет круговая, могучая, основанная на рефлексах мышца, работающая на рефлексах, круговая мышца глаза, которая моргает. Вы же не контролируете моргание. Вы замечали, что вы моргнули, а потом в вас врезалась какая-то там песчинка, мусоринка. То есть как это вообще возможно? То есть глаз быстрее вас там оценил ситуацию. Поэтому с этими рефлексами и страхом клиентов сложно работать, и чем увереннее вы работаете, тем быстрее они успокаиваются, расслабляются и перестают дрожать глазами. И держать надо, конечно, особенным образом, так, чтобы было удобно работать, не искажался эскиз и зафиксирована намертво была голова и глаз. Поэтому вот так. На дистанционный курс подойдет машинка Dragonfly. Подойдет, конечно. Подойдет любая, в принципе, на которой вы собираетесь работать. Вы ее как раз во время дистанционного курса и поймете, как она себя ведет в разных видах, в разных движениях, в разных направлениях, на разных заданиях. И к концу курса латексного, то есть там есть курс на дистанционном нашем мастере, на бумаге вы ручкой или карандашом работаете, потом на латексе, а потом уже на клиенте. Вот к моменту, когда вы подойдете к клиенту, вы уже прям поймете, на какой скорости махать, чтобы вот добиться идеальной линии или идеальной растушевки. Поэтому Dragonfly отличная машинка, я ими работала когда-то. Единственное, тогда не было вот таких классных легких переходников, либо у меня их не было, и у меня очень сильно уставала рука от этой балды, такая бульба такая у меня была тяжелая. Я в конце процедуры вот так пальцы себе разгибала, потому что они у меня уже вот такие судороги были. А сейчас и можно и картриджами работать, то есть на нее можно одеть переходник и работать картриджами, тоже прикольно, насколько я знаю. Дрожь в руках. Как убрать дрожь в руках? Как убрать дрожь в руках? Но если у вас это просто от волнения, то, не знаю, на пятую процедуру, ну, знаете как, если поставить вот так пальчики вот так вот кончиками, то ваша дрожь в руках почувствуется клиентом. Если вы так положить руку и зафиксировать и голову, и глаз, и все, и у вас дрожать нечему будет, а дрожь руки и машинки клиент не почувствует. Успокоительное выпейте, не знаю, может быть, перед процедурой. Так, дрожь в руках. Ну, это пройдет. У меня она тоже была, я помню это. Я помню этот страх тронуть клиента. Больше всего машинка. У меня нет любимых машинок. Я работаю всякими разными многими. Ко мне приезжают студенты со своими машинками очень часто, потому что они хотят именно научиться работать. И я работаю ими. Иногда они мне нравятся, иногда не очень. Пока любимых нету. Супер волоски на веках, на губах. Но мне в данный момент, допустим, нравится, как работает Шаен. Шаен. Если это пен, то это только растушевки. Если это Шаен Спирит или Тандер, то это все. То есть машинки, у которых мотор вынесен в сторону, ими можно рисовать волоски. Вы можете перепробовать разные. Та же самая стрекоза, у нее получается, вы держите как его, держак, а сама вот работающая, вибрирующая часть, она у вас вот здесь находится. И ко мне приезжали тоже студенты с вот этими машинками Бишоп, еще как-то назывались, и ей было просто великолепно рисовать тоненькие стрелочки, а значит и волоски. Поэтому
как бы все пены, они будут так или иначе вибрировать, потому что мотор прям вот тут находится и передается напрямую вам в руку. А все те, у которых в стороне, ну то есть если это мощный мотор, если мы говорим о татуировочных машинках, а вот XCF, допустим, в ней стоит очень мощный мотор, она очень быстрая, но, допустим, модульные мне не понравились, там очень как-то плохо модули работают, прям непродуманные, очень мало пигмента набирают. Ну, без модулей там какая-то сложность. Я уже так устала, честно говоря, объяснять, как настраивать правила безопасности, что нельзя поднимать вертикально, чтобы пигмент не затекал внутрь, что я уже перестаю ими работать. Поэтому вот так. Ну, то есть ищите машинки, которые будут с вынесенным мотором в сторону. Их очень много на самом деле. И если есть возможность пробовать, то пробуйте. Расскажите мне, какая понравится. Так, как понять, что мастер заблудился на межресничке? Но вы знаете, на свежей межресничке понять это можно только по сильному отеку, но это может быть и индивидуальная реакция, и по подтекам, которые сразу появляются, то есть они прям дымкой расплываются, повреждается кожа. Если здесь у меня такие есть похожие, то ну, вот это не межресничка, что тут у меня? Ой, смотрите, вот это я тоже отложила по теням. Смотрите, тоже зачем это сделано. Я уверена, что если вот это веко вот так растянуть, там такая работа, вот так вот полметра прокрашена, но в итоге смотрится вниз, не украшает. То есть никак не приподняли, не омолодили. Бессмысленная работа совершенно. Ну вот, смотрите, вот свежая вещь, видите, и вот здесь вот во внешнем уголке глаза вот это очень похоже на подтек. Прям очень похоже. Скорее всего, это он и есть. То есть вот если вы такие видите вещи, то это скорее всего подтек. Здесь видите нигде больше, ну вот намек тоже во внешнем кончике. Ну, на межресничке чаще всего его видно, когда заживет. То же самое, видите, кошмарный кошмар. Причем ровненько, плотненько прокрашено все. Но зачем рисовать такую форму? А знаете зачем? Мастер пытался пройти между складкой, как бы, чтобы ее не задеть, чтобы она не взломала кончик. Но в складке можно работать тенью, либо не рисовать туда стрелку, потому что стрелка действительно смотрится такой гармошкой, если она заходит в складку. Что тут у нас? Тут у нас очень сильная симметрия, видите? Вот насколько далеко мастер вынырнул из ресниц и пошел вверх. И на втором глазу, ну, ниже гораздо. То есть все. Это асимметрия, и исправить ее можно будет только если утолщать сильно стрелки на коррекции. То есть вот на этом глазу ниже проходить, но тут есть возможность, что мало останется. Может быть, на коррекции клиенту повезет. А здесь, смотрите, даже нижнее веко покраснело. И вот тоже во внешнем кончике вот намек на серость. Это тоже похоже на подтек. Ну, здесь просто мало. Но у меня таких примеров тут нету, к сожалению. Вот тоже, смотрите, тени. Такой красивый глаз. Посмотрите, какой красивый сам по себе глаз. И посмотрите, как его испортили и сделали плоским. Вот просто как запятая какая-то вытянутая. То есть тут получается, что из ошибок мастер сделал? Он должен был изгиб вот этой тени, если уж он ее делал, я сейчас нарисую все-таки, чуть-чуть, может быть, прогнуть, если уж хочется. Просто некоторым клиентам подавай, подавай поярче, подавай подлиннее. То есть вот хотя бы вот в этой части чуть-чуть вот так прорисовать, уже поинтереснее оно бы смотрелось, но я бы, наверное, отсекла бы вот эту вот часть, она не красит. Я ее уже давно не люблю. Так, вот эту часть. Ой, нет, этот яркий цвет. Блин, сейчас. Секундочку. Вот этот кусочек, он лишний. И вот здесь вот мягкой дымкой, и уже было бы гораздо красивее. То есть, знаете как? Как будто ресницы смотрят вверх. Вот это направление. Как будто бы вот эта линия века, она плавно начинает подниматься вверх. Вот надо найти вот этот баланс, потому что, видите, я вот нарисовала здесь, но по нижней линии, вот опять если провести, вот не должна касаться почти всегда. Стрелка, она должна как бы касаться, но не должна опускаться ниже. Почти всегда, вот в большинстве глаз это работает. Конечно, исключения всегда есть, я об этом говорю постоянно.
Но да, это кошмарный кошмар тоже. Поэтому по межресничке, наверное, я тут не найду. Межресничка вроде бы простая вещь, но... Ну вот, смотрите, межресничка. И вот она вот здесь, вот в этой части, во внутреннем уголке глаза, она должна вообще на нет тонко, и по идее она должна и тоньше становиться, и прозрачнее, и вот это будет прям красиво. То есть что мы делаем в итоге всегда? Мы делаем вид, что у нас больше ресниц, что у нас больше размером глаз, что он у нас не опущенный и грустный, а что он у нас веселый и миндалевидный. Мы всегда вот стремимся вот так вот украсить. Азиатские глаза, возрастные глаза, опущенные глаза, узкие глаза сильно мы делаем покруглее, тогда мы над зрачком работаем. Тонкостей просто невероятное количество. Я думаю, что я сделаю серию вот таких вот к своему курсу дистанционный мастер вот таких работ, где это все объясняется. Потому что вроде бы я говорю, вроде всем понятно, но в итоге все сложно и непонятно. Вот этот глаз на самом деле сделали каким-то круглым, не очень красивым. То есть здесь прям не хватает вот этого завершения логического, когда вот здесь вот вытянуто, вот как продолжение ресниц. То есть что это было бы? Тень. Здесь века, в принципе, позволяет много сделать. То есть вот видите, как если бы вы рисовали, если бы это был портрет там куклы, которую вы в детстве рисовали, и вы бы вот так нарисовали ресницу. Вот это зона стрелки и тени. Вот все остальное, оно лишнее, на мой взгляд. Вот это вот просто красивое продолжение пышных ресниц. Это все, что нужно глазу. Все эти огромные декоративные вещи с заходом на неподвижное веко. Да, я люблю это делать, потому что можно показать, как круто я умею это делать. Но я не понимаю людей, которые на это соглашаются, и мастеров, которые злоупотребляют вот такой вот фигней. Рисуйте, много рисуйте, распечатывайте глаза, берите модели, распечатывайте. То есть у нас вот на дистанционном курсе мы высылаем вот эти вот там лысобровые модели. Часто я даю студентам глаза, они берут и рисуют на них стрелки, чтобы они поняли, как это. Потому что, как оказывается, люди ныряют в эту профессию вообще неподготовленными. Если я там много лет красилась, рисовалась эти бесконечные стрелки и все прочее, понимает вообще ничего в визаже, и тем не менее гонятся за быстрой деньгой. Получается, сейчас мы сменим батарейку в камере, чтобы меня стало видно. Так, выдавить пигмент можно довольно легко на веки. Для тех, кто только что пришел, на эту трансляцию можно будет пересмотреть. Прям от внешней части и к межресничке выдавливаете. Так, пока сосуды чем успокаиваем? Сосуды у нас в анестезии находится лидокаин, адреналин и фенистил. Адреналин это что там меня видно? Адреналин, он сужает сосуды. Его действие, удлинить действие анестезии, вот, ну, как бы зачем его добавляют, и сузить сосуды. То есть если кровит, то есть кожа белеет, это именно действие адреналина. Его там очень маленькое количество вот в том растворе, который вы мажете. Но вот эти все сосуды, они успокаиваются, белеют, сужаются, и уже можно более спокойно работать. Иногда, если вам попадается прям вот такой суровый глаз, весь в сосудах, вы даже можете пройти пустой иглой и мазнуть анестезию, чтобы они вот сжались, чтобы вам не мешали работать. Но и вы можете потерять эскиз, конечно. Так, очень чувствительный, часто порхает, дергается. Ну, я уже говорила, как успокоить глаза. Я уже давно перестала использовать всевозможные капли типа алкаина, которые, знаете, обезболивают изнутри глаз. Злоупотребление анестезии, оно вам не даст обратной связи от клиента. То есть если ему что-то в глазу мешает, если там какой-то процесс пошел, вы не поймете, поэтому я бы не советовала. Вы просто должны научиться хорошо держать голову, хорошо держать веко, работать максимально легко и поверхностно, чтобы не было больно, и тогда будет вам счастье. Очень травматично удаление лазером стрелки. Говорят, что 3 дня глаза не откроешь. Вы знаете, я тоже слушала это не раз. Я думаю, что скоро я на себе это вот тут вот попробую. Но
знаете, как от чего травматичность зависит? От количества пигментов кожи и от глубины залегания. Если его там много, и вы проходите лазером, лазерный луч проходит сквозь кожу, разрушает, он как бы взрывает частицы пигмента, и вот они с собой могут повредить кожу, дать вот этот отек. А если там пигмента много, то реакция более такая агрессивная, что ли, получается. Поэтому на глазах лазер я вот не люблю, поэтому студенты наши, не студенты, а наши мастера к векам приходят попозже. Сначала осваивают другие темы. Чем лучше прорисовывать и фиксировать эскиз? Так, что-то мне кажется, я уже долго, да, Юр? Ведь разболталась. Вопросы не кончаются, на самом деле я планировала часик. Мне кажется, и так много рассказала. Сейчас еще отвечу на последний. Чем лучше прорисовывать и фиксировать. Но я люблю рисовать черной гелевой ручкой. Почему? Потому что она рисует очень черно, очень тонко. Ей можно любую стрелку вывести и показать. А фиксируем мы либо белым карандашом, либо вот ко мне недавно приезжал на обучение мастер Люба. Если ты меня смотришь, привет тебе. И она приезжала с какой-то волшебной красной ручкой. Такой прикольной. Пилот, по-моему, называется. И она не стиралась вообще. И она была тоже очень тоненькая. То есть когда-то мы фиксировали маркерами, но маркер оставляет хирургически толстую линию. И в зависимости от того, кончиком тронули или вот так боком тронули, разная толщина. Если мастер зафиксировал его всяко-разно, ну, этот эскиз, то потом он эту линию повторяет. Короче, ерунда получалась, я их отменила. Вот. И вот если, может быть, вот этим красным, вот этой красной ручкой очень тоненько точечки поставить, то есть чтобы эта линия была видна, либо провести аккуратно линию, и будет тогда видно. Она реально стирается только в конце процедуры, и то при использовании мицеллярной воды, прям, или может мыла зеленого. Поэтому ею можно фиксировать и брови, и веки, и губы. Главное сначала нарисовать эскиз, потому что она не стирается. Ей рисовать эскиз нельзя. И ей нельзя лезть в поврежденную кожу, чтобы вы понимали. Так. Так что вам мешает приехать, Самира, из Турции к нам на обучение? Потому что мне когда пишут: о, я так далеко от вас нахожусь, аж в Самаре, аж в Турции. Да, мы к вам мотаемся в Турцию. Вся Россия мотается, сел 2 часа, и ты там. В чем проблема? Если едут люди из Австралии, там, не знаю, Америки, Новой Зеландии учиться, то раз мы такие клевые, приезжайте к нам. Турция рядом. Карипрост, Карипрост. Ну, Карипрост как бы к нам очень поскольку. Никак не отношусь к Карипросту. Бум на него прошел, поэтому никак. Приказ Зои. Так, здравствуйте, да? Сколько стоит повышение по бровям и губам дистанционно и в школе, если приехать? У нас есть разные курсы. Мой курс VIP Advance стоит в районе 400 тысяч, плюс-минус. Чем вы дальше купите, тем он будет стоить меньше. Если вы купите прям завтра последнее место, то он будет продан вам по максимальной цене. Там за 400 даже. Есть курсы 3-дневные, есть курсы 6-дневные. Узнать о них вы можете вот тут. Вот эта ссылка на сайт, где указаны все цены, описаны все курсы, в каких городах проходят и даже даты. Ко мне вы можете попасть уже в феврале. Более того, я хочу сказать, кстати, я хочу сказать о том, что я могу брать и базовых, то есть цена не меняется, я могу брать и на базу, и учить базе. Единственное, могу учить одной зоне все 9 дней, вообще не проблема. Потому что какой-то ходит... Ко мне едут прям опытные мастера осваивать теневые техники на веках, волосковую технику на бровях, там вот это большое количество моделей, разные кожи. Но также вы можете приехать и лично ко мне, если вам позволяют финансы ко мне приехать. Поэтому, если вам интересно, пишите, оставляйте заявку, и вам ответят обязательно. Так, при создании теней на веки стоит ли прокрашивать линию стрелки, как декоративная стрелка под самой тенью, сидит хорошо, но не ресничкой и все.
Есть разные тени. Есть тени, которые вообще смотрятся, как будто вот так мазнули тенями. Вообще никаких линий четких нету совсем. Просто как бы глаз ярче, межресничка прокрашена и легкая дымка сверху нее. Есть тени, которые очерчены тоненькой стрелкой. Есть тени, которые сливаются со стрелкой. Это прям такой уже более яркий макияж. То есть вариантов море. Какой вы выберете с вашим клиентом, такой он и будет. Поэтому только от вас, от вашей фантазии зависит и от возможностей клиента глаза. Так, зона под нижней линией хвостики стрелки по низу. До какого места возможно работать, чтобы пигмент не поплыл во внешних уголках? Не знаю, если понятно написала. Но я, может быть, у вас не было, я показывала. Смотрите, еще покажу. Где у меня эти? Смотрите, вот здесь хорошо видно. Вот этот треугольник, куда лезть не надо, как раз под стрелкой. То есть, если вы владеете теневыми техниками, когда дымка-дымка, то есть от теней, я ни разу в жизни, от правильных теней, вот как здесь, видите, вот это на самом деле межресничка с выходом таким, почти тень. Это будет смотреться не как графичная стрелка, а как такая легкая мазок карандашом, что ли, такое что-то ненавязчивое. И вот от такой техники никогда не было подтеков. И если вдруг вы владеете тенями, то вы можете даже в этом уголке работать, потому что не будет подтека. А если не владеете, то вот эта зона, вот она, видите, зона соединения нижнего и верхнего века. Вот этот небольшой треугольник – это место, в котором не надо работать, потому что будет подтек с великой вероятностью, и не надо работать, потому что чаще всего вот это вот прокрашенное полностью место через там пару-тройку лет, особенно на возрастных глазах, вот так опускается, и сделать уже ничего нельзя. Поэтому вот так идущая наверх стрелка, и по низу тоже подчеркнуть, если хочется, глаз. Плюсы. Курс нужен даже для ваших учеников. L-центр. Да, курс нужен. Ну, круто. Мы курс этот будем записывать на платформе обучающей. И сейчас мы продумываем тонкости, как это будет лучше и для вас, и для нас. И я буду благодарна за обратную связь в Инстаграм, везде, как вы видите этот курс. Вдруг вы какие-то классные идеи предложите. Все, я очень извиняюсь, что я не ответила на все вопросы. Походу тут можно сидеть и отвечать вот так вот бесконечно, пока все не уйдут спать. Я буду выходить еще в трансляции, я еще обязательно организую вебинары. Если у вас есть вопросы, пишите. Если вы хотите обучиться, проходите по ссылке и оставляйте заявку. В описании к этому видео будет ссылка на курс «Дистанционный мастер», который начинается с 1 декабря, напоминаю. Начинаться он будет, по-моему, каждые 10 дней, то есть 1 декабря, 10 декабря. Могу наврать, сейчас я могу наврать, но 1 декабря точно начинается. Уже есть купившие. Круто. Будем пробовать учить вас дистанционно. Все, всем спасибо, что вы сегодня со мной были. К концу вебинара я обычно какая-то становлюсь хриплая уже. Приходите к нам на обучение. Все, всем пока.